Всем привет! Сегодня мы поговорим об одном из самых интересных универсальных геймпадов под множество платформ Mamba One. Ведь у него есть полноценный экран, причем реализация тут много лучше той, что я видел у современных FlyDigi Apex, где дисплей добавлен просто потому что, на мой взгляд. Mamba же ставили перед собой цель обеспечить пользователю наиболее простую и нативную настройку геймпада без комбинации клавиш, без сопутствующего программного обеспечения и вообще всего лишнего. Получилось или нет, сейчас расскажу. Поехали! Начнем с комплектации внешнего вида. Геймпад имеет две версии: белая с прозрачной лицевой панелью и классическую черную с матовым пластиком, которая очень сильно напоминает тот, что использовался на контроллерах современных Xbox. Отмечу, что у геймпада есть фирменная станция зарядки, за которую не надо доплачивать, хотя обычно это отдельный аксессуар. Внутри станции спрятаны донгл для подключения к ПК. Есть еще и два дополнительных стика, которые имеют большую высоту, чем те, что уже установлены на геймпаде. По внешнему виду, если честно, то мне кажется, что Mamba One больше всего похож на геймпады Microsoft эпохи консоли One. Еще и забавное совпадение по именам, не находите? Вес чуть менее 300 грамм. Учитывая практически идеальный хват, можно утверждать, что он удобен для игровых сессий любой продолжительности. Лицевая панель у обоих версий геймпада съемная, но отдельно в продаже я их не видел. Считаю очень занятным, что через окошки в грипсах видны вибромоторы. Выглядит забавно. Триггеры, бамперы и нижняя часть грипсов покрашены серебрянкой, и если честно, это дешевит гаджет, хотя белая версия мне все равно импонирует своим прозрачным передником. На задней стороне 4 дополнительных программируемых кнопки и переключатели для триггеров. Тут остановлюсь чуть подробнее. FlyDigi уже делали нечто подобное. Триггеры работают в двух режимах. Классический с возможностью дозирования усилия, когда используется полный ход курка. Это необходимо в тех же гонках при игре с газом или тормозом. И второй цифровой, когда любое нажатие это максимальное 100% прожатие RT или LT. Хорошо подходит для шутеров, но есть момент. Если у FlyDigi Vader 3 Pro в этом режиме курки начинали использовать микропереключатели, полностью меняя впечатление от использования, и как будто подкладывая под пальцы кнопки мыши, то здесь просто ограничивается ход курка, механически, и геймпад уже программно дальше решает поставленную задачу. Вроде и неплохо, но после более крутых реализаций уже не впечатляет, ну да ладно. Кнопки мембранные, никаких микропереключателей, что немного обидно. Кликающее решение с минимальным ходом мне нравится больше. Причем тут ход кнопок довольно внушительный и очень тугой. Не могу сказать, что это плохо, но после любого другого геймпада вы вполне возможно с первого раза кнопку по привычке не нажмете. Сразу скажу, на адаптацию уходит буквально 10-15 минут, но первое впечатление самое главное. Здесь я бы придрался к тому, что классическое обозначение XYBA выгравировано на пластике. Из-за этого, что логично, в углублениях начинает скапливаться грязь, и учитывая тот факт, что производитель не предусмотрел легкой деинсталляции кнопок, встает вопрос, как это чистить. Но довольно придирок. Перед классическими тестами поговорим про экран. Он не слишком яркий и далек от всего того, что вы можете видеть на своих смартфонах. Хотя, понятное дело, под солнцем вы вряд ли будете использовать его. И плохим дисплей, тем более для геймпада, назвать точно нельзя. При подключении к зарядке на экран выводится информация о текущем положении дел. К сожалению, при достижении 100% экран не выключается. Я сразу же подумал про выгорание дисплея и отдельно уточнил этот момент у производителя. По его словам, яркость экрана не настолько большая, чтобы привести к этому эффекту, и переживать не за что. Абсолютно все пункты меню управления, в которые мы можем попасть при зажатии кнопки Home, интуитивно понятны и всегда видны. Сразу в стартовом меню в разделе Мод можно выбрать тип подключения, к какому устройству мы собираемся подключать наш геймпад. Управление осуществляется крестовиной, стиками и кнопками плюс-минус, они же Start и Back. После этого переходим в Pair для сопряжения. Это базовые функции. Дублирую на экране информацию производителя по возможностям подключения, чтобы избежать лишних вопросов. И сразу, не убегая далеко, расскажу, как работает в режиме Switch. И уже по классике данный геймпад можно смело рекомендовать как альтернативу родной прошке. Все работает идеально, включая гироскоп, плюс из сна Mamba One вашу консоль вывести может. Аналогично можно в этом режиме подключить геймпад и к ПК, таким образом получив доступ к гироскопу в эмуляторах типа CEMU. И конечно же в детальной конфигурации управления в Steam. Вернемся в меню настроек. В самом нижнем ряду есть еще 3 кнопки. Help подскажет нам QR-код, ведущий на официальную инструкцию. Language даст возможность переключиться на китайский. А вот Screen LED, во-первых, даст возможность настроить яркость экрана, а во-вторых, работу RGB подсветки. Вот так просто, в пару нажатий. Самое интересное ждет нас в разделе Settings, то есть собственно самих настроек. Во-первых, тут есть 4 конфигурации. Первая стандартная, Default, возвращает все значения на предустановленные производителем. А вот следующие полностью кастомизируемы, в которых мы можем сделать следующее. Первая, настройка кнопок, где для каждой кнопки можно переделать маппинг и задать последовательность нажатия кнопок для дополнительных клавиш сзади, то есть готовый комбо. Здесь я отмечу одну особенность геймпада.
Когда вы попадаете в настройки, абсолютно все нажатия на кнопки регистрируются вашим устройством. Как сказал сам производитель, это позволяет при маппинге вживую убедиться, что нужная последовательность записана верно. Я с этим несколько не согласен, но допустим. Еще важная особенность. Комбинации запоминают и движение стиков. Не у всех геймпадов реализована данная функция. Естественно, есть и турбо, при котором геймпад будет программно спамить кнопку при вашем нажатии. Для этого переходим в меню нужной кнопки и правым стиком включаем турбо. Второе. Режимы работы стиков, причем каждого по отдельности. Вот тут, к сожалению, производитель не дал описания к предустановкам, но по моим тестам вышло так. Default – линейный график отклонения, Immediately – в начале чувствительность выше, чем в конце, Delay – наоборот, а вот High Performance непонятно для чего и чем отличается. Я лишь скажу, что люблю линейный график работы стиков и этими пресетами не пользовался. Третье. Последняя настройка отвечает за уровень вибраций. Ну тут все понятно. Переходим к обязательным тестам стиков. Стики, как и триггеры, на датчиках холла. К сожалению, имеется небольшая мертвая зона, которая не убирается ни одним из предустановленных пресетов в настройках джойстиков. Зато никакой привязки к осям нет. По количеству промежуточных положений от центра до края геймпад является одним из лучших в классе. Однако тот же Joy-тестер показывает лишь 256 значений от края до края, что не является правдой. При пересчете по показаниям веб-теста выходит много больше. Поэтому я уточнил эту информацию напрямую у производителя. И результат 2048 промежуточных значений. То есть 1024 от центра до края. Это феноменально. Если эти данные вы можете поставить под сомнение, то вот результаты теста точности описания круга ну никак. Просто потрясающая калибровка стиков прямо с завода. Задержка ввода в среднем 10 миллисекунд при использовании комплектного донгла. А вот частота опроса всего лишь 125 Гц, то довольно бледно. Хотелось бы увидеть хотя бы 300 или 500. И чуть не забыл про D-pad. Он неплох, но у меня сложилось впечатление, что диагональные нажатия затруднены. Плюс размер самой крестовины солидно меньше, чем у многих конкурентов. По этой части Manbo One однозначно не лучший, скажем так, середнячок. Автономность хорошая. Точных данных я, к сожалению, в очередной раз не скажу. Но на зарядку я ставил геймпад редко, а учитывая удобство использования родной док-станции, о разряде и вовсе можно забыть. И, наконец, финальные впечатления. Синтетика и тесты важны, но самое главное это получить ответ на вопрос, удобно ли играть на геймпаде и есть ли причины, по которым вам хочется подключить другой. У меня Manbo One, несмотря на использование мембранных кнопок и довольно низкую частоту опроса, занял место основного геймпада. Не в последнюю очередь за счет безумно удобного экрана и док-станции. Надолго ли? Время покажет. Единственной реальной проблемой для геймпада я вижу лишь отсутствие продаж в России и на AliExpress. Достать, конечно, можно, ведь кто ищет, тот найдет. Ну а у меня пока есть лишь желание сравнить его с главным конкурентом в виде Flydigi Apex 4. Но это уже позже, поэтому подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.